Привет, друзья, с вами Михалыч, а в этом видео я подробно расскажу и покажу все о утеплении опалубки под фундамент. Расскажу и покажу, для чего это нужно, чем утеплять опалубку, на какую глубину, и также покажу, как правильно это делать, чтобы не переплатить денег. Но перед тем, как просматривать видео, не забудьте подписаться на канал, потому что я буду освещать и показывать все этапы своего строительства и рассказывать о правильности выполнения работ, исходя из своего личного опыта. Ну и давайте по порядку. Когда опалубка уже выставлена, можно приступать к ее утеплению. Но, конечно же, еще на этапе проектирования фундамента вы должны были заложить в размеры опалубку толщину утепления. Я это сделал. Например, ширина моего фундамента 50 см, ну а ширина опалубки 54 см, так как утеплитель не выполняет несущие способности, а служит для того, чтобы, во-первых, фундамент зимой не промерзал, тем самым не пропускал холод внутрь помещения, а также чтобы под воздействием морозного пучения он не лопнул и не разрушался. А также утепление опалубки, именно так, как это делал я, будет служить еще и отличной гидроизоляцией вашего фундамента. Он не будет намокать, а это означает, что и морозное пучение не будет на фундамент воздействовать. Запомните, утеплять фундамент нужно только с наружной стороны. Мы отсекаем мостик холода и не пропускаем его вовнутрь помещения. С внутренней стороны опалубки утепление бессмысленно. Это просто переплата денег. Утеплял я свою опалубку экструдированным пенополистиролом, не обычным пенопластом, потому что обычный пенопласт, он мягкий, дает усадку, а экструдированный пенополистирол, он крепкий и плотный, поэтому в будущем под давлением земли он не сожмется и не потеряет своих утепляющих способностей. Что касается толщины утепления, здесь не стоит путать с утеплением фасада, где стоит находить точку промерзания для своего региона и подбирать утеплитель нужной толщины. С фундаментом все намного проще, так как сама земля берет на себя львиную долю мороза, и поэтому для утепления фундамента достаточно толщины 4 либо же максимум 5 см. В моем случае используется 4-сантиметровый экструдированный пенополистирол. Есть еще тоньше, 2 см и 3 см, но он уже идет без замков. А это не очень хорошо, так как между пенопластом могут образоваться щели при заливке фундамента, либо же со временем. Здесь же замок будет плотно соединен, и этих проблем не будет. А утеплять нужно на глубину вашей опалубки. Если вы не смотрели другие видео у меня на канале, то здесь вкратце расскажу. Я заливаю ленточный фундамент на глубину промерзания, так как это является самым правильным, хоть и дорогостоящим фундаментом. Такой фундамент даже без утепления морозное пучение не сможет выдавить вверх. А с утеплением экструдированным пенополистиролом, во-первых, отсекается влага, во-вторых, отсекается мороз, а в-третьих, внешняя сторона фундамента будет гладкая, и земле некак зацепиться, чтобы выдавить фундамент вверх. В отличие от того, если не утеплять фундамент и лить его в кривую землю, тем более не учитывая глубину промерзания, делать мелкозаглубленный фундамент. Для тех, кто не знал, морозное пучение способно выдавить фундамент с постройкой весом 2,5 тонны на погонный метр, а это приблизительно вес погонного метра кирпичного двухэтажного дома. Но теперь подробно показываю и рассказываю, как правильно утепляется опалубку. Если вы льете опалубку, как в моем случае уже выставленную по уровню, вместе с цоколем, и утепление я делаю от самого низа траншеи до верха опалубки. Приставляю лист ЭППС к верхней части опалубки. С обратной стороны прикручиваю на 2,75 самореза, делаю это аккуратно, чтобы он не прокрутился в ЭППС. Затем наношу пену для приклеивания пенополистирола на замок листа и приставляю второй лист. И также его прихватываю на саморезы. Таким образом, лист за листом я пропениваю, подравниваю и прикручиваю. Но таким образом он у меня зафиксирован только вверху. Чтобы зафиксировать его внизу, при помощи шуруповерта и обычного сверла по дереву, которое уже тупое, либо же поломанное и ненужное вам, делаю отверстие в нижней части листа, отступив приблизительно 10 см от низу, и забиваю пластиковый быстрый монтаж. Его называют грибочек, зонтик, он используется в утеплении фасадов. Длина ножки 12 см, а диаметр 1 см. Низ фундамента моего это плотная глина, поэтому данный вариант отлично подходит для фиксации. Также, если опалубку вы не выставляете, как это делаю я, а просто льете в землю и хотите утеплить ее, то можете таким же способом пристреливать листы ЭППС к земле, просверливая вверху и внизу листа по одному отверстию
и фиксируя зонтиками. И также проклеивая их между собой пеной. Кстати, зонтиками я фиксировал на следующий день после проклеивания всех листов утепления. И казалось бы, что уже можно в опалубку лить бетон. Но не так все просто. Дело в том, что экструдированный пенополистирол имеет очень плохую адгезию, а именно сцепку с бетоном. И если сейчас бы я сразу залил бетон, то затем, когда я бы снял опалубку, некоторые листы могли бы оторваться вместе с опалубкой, а затем при кладке кирпича поотламывались бы и остальные листы. А чтобы этого не произошло, нужно изнутри листы утепления чем-нибудь процарапать, либо же продрать. Я это сделал обычным фрезером, который я себе покупал на AliExpress. Поставил фрезу, диаметр которой 2 см, а заглублял я фрезу на 1,5 см в глубину. Фрезеровал я волнами и только на ту высоту, которая выступала выше уровня грунта, так как внизу фрезеровать и продирать листы бессмысленно, там давит земля и листы никогда не отвалятся. А таким образом бетон после заливки зайдет во все эти отверстия и очень плотно прихватит каждый из листов. Поверьте мне, дом я построил еще в прошлом году, в этом году идут уже внутренние работы и ни один из листов не отвалился. В этом вы сможете убедиться в следующих моих видео, где я буду показывать утепление фасада. Из этого стоит вывод: если вы хотите, чтобы ваш фундамент служил очень долго, то обязательно утепляйте его экструдированным пенополистиролом. А как это делать, я вам только что показал. Если информация с данного видео вам понравилась, обязательно поставьте лайк, не забудьте поделиться данным видео в соцсетях с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я вам желаю удачного дня, до встречи в новых видео, пока!